Друзья, всем привет! Вот такой новогодний башмачок у меня готов практически. Плела я его на двух прямых трансляциях. Ссылочки на них я обязательно оставляю в описании под видео или вот здесь в подсказках. Также в описании есть ссылочка на то видео, где я подробно показывала, как делала вот такое картонное дно. Ну и в этом видео я подробно покажу процессы грунтовки, лакировки этого башмачка, что зачем у меня идет. Также я планирую нанести немного снега по краям с помощью белой акриловой краски. Также покажу, на каком этапе я это делаю. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Башмачок у меня плелся из уже окрашенных трубочек. В данном случае трубочки окрашивала водной морилкой цвета клен. Хотела на самом деле чуть позже затонировать в более темный цвет, но так подумала, что сапожок в таком светлом варианте тоже смотрится симпатично. А здесь у меня будет еще шнуровка. Для шнуровки я буду использовать вот такую яркую красочную ленточку праздничную, завязанную потом на бантик. И вот здесь у меня для шнуровки не созданы петельки, у меня есть задумка другая, петельки сделать внутренние. Вот как я это сделала на этой стороне, я сейчас расскажу, для чего эти трубочки нужны. То есть смотрите, я вот здесь немного расширяю пространство, можно ножничками. Беру такой кусочек трубочки ненужный и продеваю сюда. Это я занимаю место для того, чтобы здесь была дырочка впоследствии, и чтобы при грунтовке, при лакировке это место не склеилось. То же самое делаю и со второй петелькой. Такие внутренние петельки получаются. Тоже продеваю сюда трубочку. Все делаю симметрично, что на этой стороне. И потом в эти дырочки просто будет продеваться ленточка. Вот. Но такой вариант я посчитала более удобным, более красивым. Сейчас мне предстоит грунтовка. Для грунтовки я использую емкость, в которой мешаю раствор, кисточка с жесткой щетиной. И грунтовку буду делать, сделала я уже грунтовку из клея ПВА момента и воды. 1 к 1 все это размешала, то есть одна часть клея ПВА и одна часть воды. Получается консистенция вот такой вот жидкой сметаны. Даже можно воды немножко добавить, потому что этот клей очень густой. Вот я думаю, что вреда не будет. Ну вот, немного добавила воды. Считаю, что в данном изделии грунтовка необходима, потому что здесь у меня немного перекосилось плетение, в смысле, что оно прямо у меня сплетено, но немножко этот край отходит, поэтому я буду немного корректировать форму сапожка. И вот здесь вот язычок, я хочу, чтобы он немного был отогнут, более сильно отогнут, вот так, например. И вот это можно добиться только с помощью грунтовки. А еще, почему здесь я, например, грунтую, а потом буду покрывать снежком, а не наоборот. Иногда я покрываю сначала патиной, а потом грунтую и лакирую. Я поняла, что этот способ более удачный, потому что если покрывать белой акриловой краской уже после того, как у нас нанесена грунтовка или лакировка, то эта краска, она меньше всего впитывается в само изделие, в сами трубочки, и она не тускнеет. То есть бывает так, что я, например, вот это необработанное изделие патинирую, то есть наношу белую акриловую краску, и она, когда высыхает, она становится чуть бледнее, потому что трубочки впитывают часть краски, а после грунтовки они будут защищены от того, чтобы впитывать ее очень сильно. Поэтому сначала я грунтую, а потом буду наносить снежок. Наносить белую акриловую краску. Ну что, давайте приступим. Я наношу на кисточку совсем немного грунтовки, распределяю ее по всему изделию. Пока у меня нет задачи придать какую-то форму, у меня сейчас задача, чтобы грунтовка впиталась в само плетение. Если вы видите какие-то излишки, конечно, лучше всего брать кисть с жесткой щетиной. Таким образом, излишки будут убираться самой щетиной. Но если вы видите, что все равно что-то остается, не переживайте, оно потом очень хорошо высыхает, следов не видно. Это не лак.
который при высыхании все-таки будет как-то пузыриться или что-то в этом роде. Вот сейчас все наношу грунтовочкой по всему изделию, прохожусь. Здесь эти места я тоже загрунтую. Потом я покажу, я что с ними делаю дальше. Можно покрывать все изделие грунтовкой, можно часть какую-то, если вы, например, считаете, что вот здесь основание можно не покрывать, то пожалуйста. Но я, если грунтую изделие, то я грунтую его все, потому что так будет более эстетичный вид трубочек и будет более лучше, будет более аккуратный вид, будет однородность в изделии. Вот таким образом. Здесь я не жалею грунтовки, потому что знаю, что здесь у меня форма будет очень сильно корректироваться, изменяться, поэтому, чтобы она держалась впоследствии, нужно достаточно много самой грунтовки здесь. Как я уже сказала, не боимся, потому что она высыхает очень хорошо. Дно можно не трогать, вот это картонное, так как оно у нас уже прогрунтовано по сути, потому что я все приклеивала на этот же самый клей ПВА, так что здесь ничего такого нет страшного. Внутри сапожка у меня уже заранее лаком все покрыто, вот там вот где носочек, поэтому тоже за это не переживаю. И здесь, кстати, внутренние стеночки на высоте где-то 6 сантиметров от основания тоже все покрыто лаком. Это я делала еще заранее, до того, как полностью сплела сапожок. Потому что как только полностью уже сплела, то там сложно, конечно, подступиться к этим местам. Вот так вот все грунтую. Некоторые изделия я грунтую лаком с водой. Но это зависит от изделия. Там, где не нужно жестко корректировать форму, например, какие-то корзиночки среднего размера, я грунтую лаком с водой. А вот такие вот изделия, где нужно жестко прям изменить форму, вот так вот сделать, например, или в санях новогодних, я также грунтовала полозья именно ПВА с водой, очень хорошо разводила, смесь такая плотненькая была, потому что там полозья у меня очень видоизменялись очень сильно. Сапожок у меня уже прогрунтован, и вот если здесь в некоторых местах скапливается слишком много грунтовки, я беру другую кисточку с жесткой щетиной, на эти случаи она у меня припасена, и вот так вот убираю излишки. Также я делаю и с лаком, и с грунтовкой то же самое. Вот убрала излишки, сейчас все это будет подсыхать. Сейчас на данном этапе можно корректировать форму, и сейчас же на данном этапе я уберу вот эти вот трубочки, потому что места вот эти уже подсохли практически, и вот эти дырочки, они уже не заклеятся точно, все уже, они у нас останутся. Вот 2 дырочки, и здесь то же самое, вот одна и вторая остаются. И теперь мне нужно скорректировать форму башмачка в соответствии с теми представлениями, которые я себе наметила, как он должен выглядеть. Например, вот я себе наметила, что язычок у меня должен быть отогнут вот в таком положении, довольно-таки резко. Это можно зафиксировать резинкой в 2 приема, например. В принципе, тоже неплохо держит. Смотрите, да? Можно как-то прищепками зафиксировать, если они шире, у меня уже, поэтому, резиночку оставлю. Думаю, что так хорошо будет. И вот здесь вот эти стороны подкорректирую хорошенько, да. Вот. Все, я их уже вот отгибаю, они уже у меня слушаются. Это я делаю только на этапе, когда грунтовка начинает немного подсыхать. То есть я нанесла ее, пока наносила
на все изделие уже в этих местах подсыхает. И начинаю вот так вот корректировать эту форму. Можно, конечно, что-то положить там или как-то другими дополнительными материалами это все зафиксировать. Там уже можно придумать. Ну вот у нас прошло какое-то время, грунтовочка подсохла. И сейчас я снимаю резинки, посмотрю, зафиксировалась ли форма, которую я придала язычку. Ну, вроде бы, смотрите, все зафиксировалось, очень хорошо. И сейчас на этом этапе я буду наносить снежок с помощью белой акриловой краски. Именно тогда, когда вот у нас есть вот такая вот пропитка с помощью ПВА с водой, что эта белая краска не будет впитываться, как я уже говорила, в трубочке, а будет оставаться яркой поверх. Вот. Ну и вот так вот поверх прикладывая губочку, именно не растирая ее, а именно прикладывая, получается такой эффект снежка. Если я буду губочкой растирать, то тогда у меня получится не эффект снежка, а эффект как будто бы под старину такое растирание. А я хочу именно, чтобы белая краска ложилась такими небольшими хлопками. И чтобы вот здесь она была очень яркой. Поэтому я очень хорошо на губку ее набираю. И излишки даже не убираю, а просто вот так вот растерла по губочке эту краску. И вот так вот прикладываю. Тем самым вот то, что у нас есть такая пропитка ПВА с водой, тем самым вот эта белая краска при высыхании, она не тускнеет, она не впитывается в сами трубочки. Остается такая яркая кромка. Так, ну вот здесь я так оставлю. И сейчас обработаю язычок. Также абсолютно. Сейчас я посмотрю, либо весь я язычок буду, либо вот только вот этот вот краешек. Внутри не имеет смысла обрабатывать, поэтому только поверх буду. Ну вот, обработала я белой акриловой краской язычок. Сейчас жду, пока все это высохнет. Кое-где подправляю. Где-то я там перестаралась, не достаралась. Все это сейчас поправляю и даю всему этому высохнуть, и потом уже приступаю к лакировке. А здесь хочу сделать небольшое отступление. Очень многие начинающие меня спрашивают, когда же грунтовать изделие, перед покраской или после покраски. Если я плету изделие из неокрашенных трубочек, то сначала я его крашу, а потом уже грунтую. В особенности это касается морилок. То есть сначала я крашу изделие морилкой, она очень хорошо распределяется равномерно, а потом уже грунтую, закрепляю этот результат. Если сделать наоборот, то тогда из-за грунтовки ПВА с водой морилка не будет очень хорошо впитываться, будут белесые разводы некрасивые, и все будет очень некрасиво смотреться. Итак, белая краска акриловая у нас уже полностью высохла, она, смотрите, не побледнела и дала достаточный эффект, который мне нужен. И сейчас мы приступаем к этапу лакировки. Это последний этап. Я считаю, что лакировать нужно в любом случае, так как лак все-таки защищает от хотя бы мелких повреждений механических. Для этого я беру кисть с жесткой щетиной. И лаком я пользуюсь на данный момент, это Tex лак для саун. Он отличный вариант, такой еще густой, экономный расход. Вот, поэтому беру его. А здесь я лакирую все полностью, даже вот это картонное дно. С него и начну. Я уже сказала, что у меня внутри носочек сапожка уже пролакирован, поэтому я его трогать не буду, только дно пролакирую. В том месте оно тоже пролакировано, но где достану, там еще раз пройдусь. Многие начинающие спрашивают меня, сколько слоев лака я наношу. Смотрите, если я грунтую ПВА с водой, то одного слоя лака мне достаточно. Если я
не грунтую или же грунтую лаком с водой, то тогда я могу и 2 слоя лака нанести. Все опять же зависит от размера изделия, от его практичности, от того, как оно будет использоваться. То есть оно, если будет часто использоваться в хозяйстве, то 2 слоев лака, думаю, что хватит. Если оно не будет нести какой-то практической цели, например, это там елочные какие-то игрушки, вот этот башмачок, то можно и 1 слой лака нанести. В зависимости от того, опять же, где оно будет стоять, как оно будет использоваться. То есть, если, например, в этот башмачок будут сыпаться только конфетки, храниться там только конфетки, то, в принципе, 1 слоя лака достаточно. Лак у меня полуглянцевый. Конечно, для пищевых, например, корзиночек это не очень хороший вариант. Лучше глянцевые лаки. Но я об этом буду говорить в отдельном видео. Полуглянцевый тоже хороший. Он не будет слишком сильно блестеть. Имейте в виду, полуглянцевые не слишком блестят. Блестят очень хорошо глянцевые лаки. Если хотите, чтобы лак вообще не блестел, то берите матовый. Тоже очень интересный эффект такой бархатистый появляется. Вот я все покрываю лаком. Стараюсь, чтобы не было излишек лака вот в этих местах плетения. Для этого я немного наношу лака на кисть, совсем чуть-чуть. И вот так вот распределяю по плетению кисточкой с жесткой щетиной. Тем самым излишков лака не будет. Не будут пузыриться внутри плетения эти излишки. Все очень хорошо покроется. Башмачок уже высох после лакировки. Здесь также сделаю небольшое отступление. Обязательно дайте каждому слою просохнуть, то есть вы красите изделие, дайте ему полностью высохнуть. Грунтуете изделие, также дайте ему полностью высохнуть. И если вы лакируете, например, у вас 2 слоя лака идет, то нанесли первый слой лака, дали высохнуть. Я минимум даю высохнуть где-то часов 6-8 обязательно. Даже если у вас уже через 2 часа видно, что лак высох, все равно дайте немного закрепиться этому результату. Хотя бы, еще раз повторяю, часов 6-8 пусть постоит, просохнет все хорошенько. И потом уже наносите 2 слой лака. Здесь я уже завязала бантик, прошнуровала сапожок, просунула ленточку вот в эти образовавшиеся дырочки. Все очень хорошо просунулась. И вот такой вот вид окончательный башмачок у нас имеет. Мне очень нравится. Осталось насыпать сюда конфеток и положить под елочку. Я надеюсь, что это видео было хоть чем-то полезным. Конечно, оно получилось долгим, но очень хотелось осветить все моменты, показать, как я это делаю, рассказать, потому что очень много было вопросов от начинающих. Надеюсь, что на многие я ответила. Пишите обязательно в комментариях, если какие-то вопросы остались. Также отвечу на все. И ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Увидимся очень скоро. Всем легкого плетения, вдохновения и пока-пока, до следующих видео и трансляций.